Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что нас ждет с вами в этом 2024 году. На какие изменения на нашей планете нам стоит обратить внимание, во что нам стоит вкладывать деньги, а также что произойдет в той или иной стране или на том материке. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца, но большая просьба к вам: если вы не готовы слышать правду, то лучше сразу выключайте это видео, потому что иногда читаешь комментарии, и такое впечатление, что пишут люди, которые вообще не понимают, что происходит в мире, какие происходят процессы. Поэтому, если вы мудрый человек, если вы достойный человек, то обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вот просто в спокойной обстановке, с добрыми мыслями, и сделайте определенные выводы, потому что мы дадим в этом видео подсказки. Кроме того, ввиду того, что на YouTube есть цензура, мы некоторые страны не будем называть, как они будут называться, и будем как-то сокращать или давать определенные вам подсказки, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, друзья, что же нас с вами ждет в 2024 году? Все говорят о том, что нас ждет жопа. В какой-то степени это так и есть. И дело в том, что здесь все зависит от того, насколько вы готовы энергетически идти своей дорогой. Именно энергетически, не в материальном плане, да, и достигать чего-то, зарабатывать больше денег, а именно на энергетическом плане. Многие люди пишут сейчас о том, что им стало сложно энергетически. Больше люди хотят спать, как-то больше чувствуют себя дискомфорт и так далее, и так далее. И вы знаете, эта наша планета также оказывает на нас влияние. И те энергии, которые идут из космоса, они также на нас оказывают влияние. И наша задача проснуться. Это очень сложно, но это нужно сделать. Что же ждет на протяжении всего 2024 года? У нас с вами начинаются изменения уже в материальном мире. То есть, если каждый человек должен меняться на энергетическом плане в первую очередь, то есть должны быть хорошие, добрые мысли, должен нести любовь, гармонию, любить своего ближнего, своего врага, стараться любить планету, не загрязнять ее, меньше употреблять именно продуктов питания животного происхождения, вот эту всю химию, то именно в материальном плане на планете Земля идет определенное очищение. Обращаем ваше внимание, о чем мы с вами будем дальше говорить, это знаете, нельзя сказать, что вот именно только это произойдет в 2024 году. Это можно рассматривать с 2024 по 2030 год. Вот этот период, вот это уже начнет происходить на нашей планете Земля. Вот те изменения, которые мы с вами сейчас проговорим. Мир становится многополярным. Он уже есть, вы это видите, кто читает политологов, кто читает экономистов независимых. Они уже четко говорят о том, что происходит в мире. Вы на это можете не обращать внимания, говорить, это меня не касается, но вы должны понимать и то, что как только вы не знаете, что вы хотите, как вы хотите, где вы хотите и так далее, то в вашей жизни начинают происходить негативные события, потому что каждый человек на нашей планете должен выбрать для себя, он на стороне зла или на стороне добра. Конечно, на нашей планете нет такого понятия добро или зло, но вы должны понять, что нужно нам с вами созидать, нам нужно с вами творить. Это очень сложно, потому что человечество само себя завело в тупик. Так вот, на протяжении уже 2024 года мы с вами увидим очень много стихийных бедствий, мы увидим катаклизмов всевозможных, вулканы будут просыпаться, которые уже проснулись, но это только, знаете, цветочки, ягодки нас ждут впереди. Многие заинтересуются вопросом, что ждет выборы президента вот этой одной из больших стран мира, которая пройдет в конце марта. Сразу хотим вам сказать, выиграет этот президент, и он продолжит нести ту политику и нести ту идею, знаете, которую она сейчас уже зарождается. Очень многие люди не понимают, а почему это происходит, а что и так далее, и так далее. Но вот те законы, которые принимаются в этой стране, то объединение, которое идет
вокруг этой страны с другими странами, в ближайшем будущем многие поймут и будут даже гордиться тем, что они проживают в этой стране, что они именно люди, которые несут эту кровь и это ДНК, потому что вы далее поймете почему. Если мы говорим о рядом стране, которая поменьше и которая с выходом в Черное море, то, к сожалению, на протяжении 2024-2025 года, хотим мы этого или нет, но она будет поделена. Многие интересуются, как. Вы знаете, в прошлом году депутат Румынии сказал о том, как будет разделена эта страна. И вы знаете, можно сказать, что на 90% так оно и будет. Хотите сказать, что это все фантастика? Это ваше право. Но некоторые территории вернутся к этой великой державе, как когда-то это было. Хотите верьте, хотите нет, это ваше право. Страна на букву «П» возьмет тоже свое. И хотите вы этого или нет, но вот страна эта будет поделена. Вообще мир начинает быть многополярным. И уже не будет такого понятия одна страна или две решили, и все движутся в этом направлении, потому что доллар, евро становится пустышкой. Пока вы этого еще, возможно, не замечаете, но через полгода уже начнут происходить определенные процессы. Далее, страна такая, как США. Будут ли выборы в этой стране? Состоятся, давайте так, состоятся ли выборы? Нет, их не будет, потому что будут определенные события. К сожалению, мы не можем их озвучить ввиду того, что, знаете, есть моменты, которые нельзя озвучивать от слова совсем, которые приведут к тому, что в стране просто будут не до этих событий. Многих интересует вопрос, что у нас будет с Казахстаном, Грузия, будут ли там вот всякие вот такие вот не очень хорошие события. Хотим сказать о том, что все-таки, хотя эти страны готовят к тому, чтобы был противовес вот к великой вот этой державе, но в последний момент все переиграется. Знаете, вот будет такой момент, что вот как бы все вроде как закипает, знаете, как вода в кастрюле, вот-вот уже закипает, вот начинает как бурлеть, но все равно все переиграется и ничего такого не будет ужасного, как происходит, например, между сейчас двумя странами. Если мы говорим о Ближнем Востоке, то все тоже очень плачевно, особенно когда страна на букву «И» вступит вот этот ход всех этих событий. На данном этапе она еще не вступила в полной мере, и когда она вступит, то, конечно, будет очень все печально на Ближнем Востоке. Кроме того, сейчас страны находятся, знаете, вот одни мы поддерживаем, другие не поддерживаем, хотим, не хотим, но придет тот момент, когда каждая страна станет на какую-то сторону, и, знаете, вот будут такие вот мини-войнушки, если это можно так назвать, такие мини-конфликты. Но дело в том, что они, опять же, затянут, знаете, за собой и другие определенные ситуации. Многие задаются вопросом, есть ли смысл жить в Европе, что будет далее в Европе и так далее. Евросоюз уже дает свой крах, и это уже видно на энергетическом уровне. К сожалению, помните, когда-то старцы, святые говорили о том, что в Европе будет гражданская война. Можем подтвердить это с легкостью, что да, так и будет. К сожалению, особенно в таких странах, как Франция, как Великобритания, как Германия, Испания, Италия. То есть, если вы проживаете в этих странах в ближайшие 2 года, подумайте о том, как бы переехать в более спокойные страны, потому что здесь вот действительно будет гражданская война, здесь будет полный хаос, по-другому это просто нельзя назвать. Многих интересует вопрос, что с Америкой будет и так далее. Дело в том, что, пожалуйста, если вы проживаете в Америке и рядом с океаном, переезжайте хотя бы вовнутрь материка, потому что будут определенные катаклизмы, о которых просто никто даже не будет думать о том, что они могли бы произойти. Но они будут происходить, и знаете, вот так оно просто будет все смываться буквально за пару секунд. То есть люди даже не будут успевать сесть в машину, чтобы хотя бы уехать с документами. То есть вот настолько будут события развиваться.
Конечно же, климат очень сильно будет меняться, достаточно сильно, сразу вам говорим. То есть в тех странах, где всегда была жара, ну, например, страны Востока, там, где всегда жарко, где пустыня, будет ни с того ни с сего снег, например, выпадать не каждый год, но вот такие вот катаклизмы будут, и для них это будет действительно очень печально. Далее обращаем ваше внимание, что если мы говорим ближе к 2030 году, то изменится климат, например, в Африке, будет все зелено, пахнуть и так далее. То есть если сейчас там пустыня, пески, то придет другой климат, и все по-другому начнут, знаете, как зеленение начнет происходить, и птички начнут петь, и так далее, и так далее. Обратите на это внимание. Многих интересует вопрос, во что вкладывать деньги. Сразу вам хотим сказать, что сколько бы у вас не было денег, думайте, первое, о том, чтобы что вам нужно вложить в продукты питания, потому что в некоторых странах будет реально голод, по-другому это назвать нельзя. Если мы говорим о большой стране, на котором языке мы сейчас с вами разговариваем, то там этого не будет, сразу вам скажем. Эта страна, она достаточно сильная по своей энергетике, она станет одним из лидеров после 2030 года. Она объединит вокруг себя очень много интересных стран, потому что все понимают, что нужно, чтобы было равенство, чтобы были действительно законы, которые будут не просто их нужно диктовать, но и трактовать кто как хочет, а именно действительно надо уважать. То есть начинается другой мир, многополярный мир, он будет достаточно интересный, но это будет чуть-чуть попозже, потому что сейчас все только, знаете, формируется в этой стране. Так вот, есть у вас небольшие суммы денег, не стоит держать их в банках, на депозитах, в валюте. Вкладывайте это в сельское хозяйство, вкладывайте их в продукты питания, именно на долгосрок. Если у вас есть деньги, то лучше всего покупайте землю, особенно сельскохозяйственного назначения. Многие интересуют вопрос, а что лучше купить, дом с землей или квартиру в элитном районе? Забывайте о таком понятии, как элитный район, забывайте о таком понятии, как квартира, вот эти, знаете, муравейники. Дело в том, что придет момент, что будет цениться именно земля, потому что сейчас еще один момент вам хочу сказать, то есть где есть сельское хозяйство, где есть земля, где вы можете выращивать ту же курочку, выращивать картошечку, фрукты, овощи, вот там вы выживете. Это вот, знаете, потому что будет очень достаточно, вот будет период, который достаточно будет очень-очень сложный. И те, кто уже сейчас готовится, если у вас есть, например, дача, вкладывайте в свою дачу, чтобы там были и овощи вы могли выращивать, чтобы там были фруктовые деревья, подумать о том, чтобы, например, заиметь скважину, как вы могли бы отапливать, как бы электрические, например, сейчас панели. Еще один момент хотели вам сказать. Многие думают, что это сказка. Придет момент, но это не 2024, это где-то 26-27 годы, когда будет такое впечатление, что кто-то возьмет, выключит рубильник, и во всем мире не будет света. Вы представляете себе, что значит не будет света? Будут определенные события, и из-за этого это ничего страшного не будет. Там кто-то говорит о каких-то ядерке и так далее. Нет, это не будет, это будет совсем, это природное будет такое явление, будем так говорить. И знаете, вот возьмет кто-то, как выключит рубильник. В среднем это будет где-то около месяца. Но за этот месяц очень много произойдет событий. Вот теперь представьте, что вам на месяц отключили интернет, электричество, у вас холодильник не работает, у вас не работает электрическая плита и так далее, и так далее. Ваши действия. Вот просто себе отвечайте на эти вопросы. Это не сейчас, это не в ближайшее время. Но все же у вас есть время, чтобы подумать, поразмыслить и подготовиться. То есть, например, если вы живете в доме, возможно, вам нужно продумать о том, чтобы еще заиметь, например, печку, где бы вы могли бы готовить ту же еду. Как вы будете
отапливать ту или иной свой дом. То есть технологии это хорошо, но многие процессы просто будут на месяц отключены. Не будет ни интернета, не будет никакой связи. Ну вот представьте себе вообще ничего. Вот что вы будете делать? Кто-то скажет, что это фантастика, можете, если вам так комфортнее и удобнее жить, да, пожалуйста, но вы должны быть просто энергетически быть готовы к таким событиям. То есть у вас есть в среднем 1,5-2 года, чтобы к этому подготовиться. Далее, на что еще многие задаются вопросом, что будет с Китаем, что будет с Кореей. Давайте так, по Китаю. Китай, знаете, вот президент этой страны, он очень мудрый. И его советники также умные. То есть будет такое вот, знаете, такое вот будет окно, если так можно сказать, когда мирным путем Тайвань вернется, присоединиться, будем так говорить, к Китаю. Кроме того, нужно понимать, что китайцы это особый народ, как, например, славяне, да, они имеют свою культуру, менталитет, язык, свое восприятие мира, также и у китайцев. Они другие, они не такие, знаете, каждая вот нация, она не такая, как другая, то есть ее нельзя не скопировать, ничего, то есть и они вернутся на круги своя. Да, это не в ближайшее время, не сегодня, но это вот будет. Далее, обращаем ваше внимание, Северная Корея вспомнит о том, что она главная, и произойдут определенные события, и, в общем, будет там вот в той части, там, где Северная Корея, Южная Корея, там, конечно, будет очень печалька. Поэтому, если вы живете в Южной, то подумайте о том, чтобы, возможно, переехать в другую страну, потому что будет все там очень печально и не очень хорошо. Вот такие, друзья, события, которые будут развиваться в ближайшие 3, 4, 5 лет, потому что, знаете, нельзя сказать, что вот именно только в этом году, потому что все события, они взаимосвязаны на друг друге, то есть одно событие не будет развиваться дальше без, знаете, без этого события, то есть все в мире взаимосвязано, поэтому ваша задача сейчас подумать о том, как вы будете жить, если вас все отключат, интернет, электричество, газ, это первый момент, вы сами для себя должны решить. И не прямо сию секунду бежать, а вот именно на будущее. Если у вас есть деньги, вкладывайте в землю, но если вы рядом находитесь с морем, то есть с водой близко, подальше, потому что будут катаклизмы, будут наводнения, к сожалению, будут всевозможные землетрясения, которые будут поднимать воду с морей, с океанов и так далее. То есть вот такие, чтобы процессы будут происходить. Где будет самое комфортное проживать, вот вне зависимости от тех ситуаций, это посередине вот великой планеты, страны, на которой мы с вами разговариваем. Извините, мы не можем произносить. Почему? Потому что многие восприняты это не так, как нужно. Но если есть возможность, перебежайте именно в серединку. Потому что вы будете это видеть, но вы не будете этого чувствовать. Вот так вот энергетически будет завязаны все моменты. Поэтому, кто бы вам сегодня что ни рассказывал, что завтра все закончится, все завтра будет прекрасно и чудесно, это просто сказки, к сожалению, Венского леса и никак по-другому, поэтому давайте смотреть более реально на вещи. Мы рассказали вот те моменты, о которых мы говорим в закрытом чате и которых людей интересует. Конечно, у каждого еще и какие-то отдельные моменты людей интересуют, но видео на 2-3 часа это, конечно же, глупо, вы сами об этом прекрасно понимаете. Поэтому вот с того, что мы сказали, делайте выводы. Кроме того, старайтесь, где бы вы ни находились, в каких горячих точках вы не были, проводите практики по выращиванию в своем сердце вот этой любви, гармонии, мира. Даже если в вашем окружении есть враги, недоброжелатели, забывайте о них, потому что как только вы отправляете энергию негатива другим людям, вы таким образом подпитываете других людей. Возможно, они этого не чувствуют, они этого не понимают, но вы тем самым отдаете свою энергию. Старайтесь уделять больше внимания себе, своей семье, вот именно тем людям, которые
уверены, вот прямо уверены на 120%, что они вас поддержат в самую сложную, тяжелую минуту. Если вы чувствуете, что вы сами по себе, значит, вы сами по себе, и это тоже нормально. Если есть возможность объединяться с другими людьми, объединяйтесь, потому что придет момент, когда в объединении будет сила, в союзе будет сила. Но опять же, если это будет созидание, если это будет в разрушении, в деструктивных энергиях, в деструктивных посылах, то, знаете, ничего не будет получаться. Конечно же, держитесь подальше от тех горячих точках, потому что сейчас они начнут очень сильно проявляться. Знаете, как вот нарывы, вот вроде бы нарыв, вот он есть, потом бабах, и вот так вот будет в мире. То есть человек может жить, открывать утром окно и видеть, что у него не очень все-то хорошо в жизни, и человек все это время был зациклен. Кроме того, пожалуйста, не зацикливайтесь на материальном. Задайте себе вопрос, а если вам срочно нужно будет переехать, что вы возьмете с собой из своего родного и любимого дома или квартиры? Сразу подсказка, у вас должно все помещаться буквально в дорожную сумку. Это ваша вся должна быть жизнь, потому что будет страна, где человеку нужно вот собраться буквально за полчаса и уехать, забыть о том, что у него была власть, связи, какие-то материальные какие-то блага, ему нужно об этом будет забывать. То есть те люди, которые привязаны к своему месту, к тому, что вот они будут считать, что у них ничего не случится, все будет отлично, к сожалению, вот таких людей будут очень сильно трясти, и они будут уходить из материального мира, к сожалению, это так. Поэтому не держитесь. Еще раз, если вы проживаете, где вы чувствуете, что все хорошо, вкладывайте в землю, вкладывайте в воду, в энергии, потому что, ну, вот придет такие моменты, когда будет все очень сложно. Вот такой, друзья, хотели дать вам прогноз. Будьте внимательны, будьте осторожны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите следующие два видео. Выбирайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.